Индекс рейд, надо слушать и смотреть. Индекс рейд, the numbers resonate. Приветствую вас, друзья, на канале Индекс Рейд. Обзор биткоина. Сегодня мы с вами традиционно посмотрим на него технически, также разберем фундаментальные показатели главной криптовалюты. Посмотрим на основные новости как на рынке криптовалют, так и на мировых рынках. Посмотрим также на индексные показатели. Ну и определим потенциальные движения цены биткоина на ближайшее время. Поэтому будет интересно, не переключайтесь. С вами Гоша, канал Индекс Рейд, и давайте начнем. Индекс рейд, the numbers resonate. Надо слушать и смотреть. Индекс рейд, watch the rate. This data's great. В первую очередь, на что бы я хотел обратить внимание, это на новость, которая вышла сегодня. Президент США Дональд Трамп призвал главу Федеральной резервной системы ФРС Джерома Пауэлла покинуть занимаемый пост за медлительностью в денежно-кредитной политике. Об этом сообщает Bloomberg. По словам Трампа, Пауэлл должен был уже давно снизить процентную ставку. Однако он добавил, что Европейский Центробанк уже 7 раз снизил ставку, в то время как ФРС медлит с этим процессом. Отставка Пауэлла давно назрела, написал Трамп в своей социальной сети. Bloomberg отмечает, что срок полномочий Пауэлла на посту председателя ФРС истекает в мае 2026 года. При этом Трамп критиковал политику Пауэлла еще во время своего первого президентского срока. Комментарии Трампа последовали после того, как днем ранее Пауэлл выразил обеспокоенность по поводу тарифов президента США. По словам главы ФРС, регулятору предстоит контролировать инфляцию и поддерживать стабильный экономический рост из-за вероятного влияния торговых войн. Вы можете видеть на экране, что базовый индекс розничных продаж на вчерашний день немного прирастал. Объем розничных продаж помесячно на март также вырос. Вечером вчера выступал глава Федеральной резервной системы США Пауэлл, собственно, на его слова и был ответ Трампа. Стоит также обратить внимание, что сегодня вышли данные по числу первичных заявок на получение пособия по безработице. Они тоже немного снизились, что говорит о том, что рынок находится в более или менее нормальном состоянии. При этом Пауэлл вчера предупреждал о том, что может быть риск стагфляции. Рост ограничен опасениями относительно экономического влияния торговых пошлин на экономику США и мира. Основные тезисы. Пауэлл выразил обеспокоенность тем, что недавние тарифные меры администрации Дональда Трампа могут привести к росту инфляции и снижению занятости. Он отметил, что эти тарифы, превышающие ожидания по масштабу, могут вызвать временное увеличение потребительских цен и затруднить выполнение двойного мандата ФРС по контролю инфляции и поддержанию занятости. Также ФРС занимает выжидательную позицию и не планирует немедленно изменять процентные ставки, несмотря на экономическую неопределенность, вызванную тарифами. Пауэлл подчеркнул, что текущие рыночные реакции останутся упорядоченными и ФРС будет внимательно следить за дальнейшими экономическими данными, прежде чем принимать решения о политике. Также Пауэлл отверг идею FAT-Put, предложение, что ФРС всегда будет вмешиваться для стабилизации рынков в периоды волатильности. Он подчеркнул, что Федеральная резервная система не стремится компенсировать рыночные колебания, если только это не произойдет в виде серьезных нарушений в функционировании самих рынков. Признаки замедления экономического роста в США, включая умеренное увеличение потребительских расходов и значительный объем импорта в первом квартале, возможно, связанные с попытками избежать тарифов. Он также подчеркнул, что последствия тарифов и сопутствующих политик все еще развиваются и могут оказаться более значительными, чем ожидалось. После выступления Пауэлла фондовые рынки США незамедлительно продемонстрировали снижение. Индекс S&P 500 упал на 2,2%, а высокотехнологичный сектор NASDAQ на 3,1%. Инвесторы восприняли его заявления как менее мягкие, чем ожидалось, что усилило опасения по поводу дальнейшего роста инфляции и замедления экономики. Ну и в заключение можно сказать, что Пауэлл подчеркнул сложность текущей экономической ситуации, где Федеральная резервная система сталкивается с необходимостью балансировать между рисками роста инфляции из-за тарифов и признаками замедления экономического роста. Он подтвердил приверженность ФРС к достижению целей по стабильности цен и максимальной занятости, при этом выразив готовность действовать осторожно и взвешенно в условиях повышенной неопределенности. Также стоит отметить, что Рэй Далио, миллиардер и управляющий хедж-фондом, который предсказал крах японского рынка и кризис 2008 года, который в своем интервью сказал следующее. Долговой суперцикл подходит к концу, и отношение долга США к ВВП составляет 122%, уровень, невиданный со времен Второй мировой войны. Выплаты процентов по государственным займам стремительно растут, что может привести к серьезным последствиям. Далее говорит о 3 потенциальных угрозах. Центральные банки почти исчерпали свои возможности, политическая поляризация зашкаливает, напряженность между США и Китаем выходит за рамки торговли. В последний раз эти факторы были активны во время Великой депрессии. Все это может привести к политическому хаосу и как следствие к большой волатильности на рынке.
Как называют это далее, мягкая гражданская война. В такое время обычно помогает простая стратегия – диверсификация, другой еще не придумали. Обычно инвесторы инвестируют в твердые активы, такие как золото, поэтому мы видим с вами потрясающий рост этого актива. В моменте мы достигали отметки $3357 за одну тройскую унцию. Кто бы мог себе это представить еще буквально год назад. Также крупные игроки стараются диверсифицироваться в своих портфелях в отдельных акциях, в основном голубых фишек и долгосрочных казначейских облигациях. В настоящее время США могут терять свое преимущество в доминировании доллара. Доллар может ослабевать. Стратегия слепой покупки ETF на S&P 500, как это было раньше у крупных игроков и хедж-фондов, может больше не приносить ничего, кроме убытков. Таким образом, очень тонко и неоднозначно на данный момент, но все-таки всплывает идея о том, чтобы сохранить свой капитал в своем портфеле, как минимум удержать его, стоит вкладывать и диверсифицировать портфель в глобальном масштабе, хеджироваться за счет активов, защищенных от инфляции. При этом, конечно, не игнорируя геополитический риск. При том, что мы видим с вами вывод сейчас капитала из биткоин ETF, но так или иначе интерес к этому инструменту не ослабевает. Стоит также обратить внимание, что долгосрочные держатели перешли от периода продаж к небольшим накоплениям. Посмотрите, начиная с 8 апреля долгосрочники вернулись потихонечку к периоду накопления. При всем при том, что слабые руки, краткосрочные держатели, продолжают продавать. Обычно именно краткосрочные держатели и слабые руки несут наибольшие потери на рынке. Если посмотреть на настроение на главный торгуемый к индексу S&P 500 фонд, вернее опционы к этому фонду, то мы с вами видим, что сентимент сейчас находится в нейтральной зоне. При этом сентимент в опционах к биткоину, наоборот, в положительной зоне. Также мы с вами видим, что интерес к опционам непосредственно на бирже Deribit сейчас на 25 апреля преимущественно находится в колах. То есть сейчас инвесторы больше всего ставят на рост, ну или максимально хеджируются на рост. Также наибольший объем у нас находится на июнь месяц 2025 года. Там также доминируют колл-опционы. При этом наибольший открытый интерес в отношении объема колл-опционов, то есть на рост цены биткоина, находится в диапазоне от 90, посмотрите какой объем, и до 100 тысяч долларов. Решение по процентной ставке по данным FedWatch CME Group сейчас на ближайшем заседании 7 мая находится на отметке 89%, что ставка не будет изменена. То есть то, о чем говорит Дональд Трамп. Слишком медленная реакция со стороны главы Федеральной резервной системы, по его мнению. При этом на 18 июня большинство игроков закладывают 62% на то, что ставка будет снижена на 25 базисных пунктов. Стоит также обратить внимание, что игроки уже на 30 июля тоже закладывают снижение ставки, пока только 52% против 36%, что будет без изменения. Закладывают снижение еще на 25 базисных пунктов. Обратите внимание, что тот же самый Trust SPY ETF, вернее опционы на него, закладывают сейчас максимальную точку боли, к которой обычно тянется рынок при экспирации опционов, на июнь и соответственно май, начиная от 555 до 565 при сегодняшней стоимости в 527 за одну акцию этого ETF. Это означает, что инвесторы в опционы закладывают рост цены на этот период. Это связано как раз таки с тем, что ставка вероятнее всего будет повышена, и в целом у инвесторов преобладают бычьи настроения. Провалил восходящий регрессивный канал и фактически пытается дотянуться до следующей зоны интереса быков на отметке 95-94. Если доллар опустится туда, то мы увидим очень и очень существенное ослабление доминирования доллара в целом на рынках, что не может хорошо не сказаться на главной криптовалюте. Насколько мы знаем, то этот индекс отрицательно коррелирует с биткоином и с S&P 500 в целом. Сам S&P 500 сначала провалился через регрессивный канал, потом вернулся в него. Такое происходило у нас в последний раз в октябре 2023 года. До этого это происходило лишь только в 2020 и в 2022 году. В 2020 это происходило на коронадампе. Обратите внимание, сейчас очень сильный уровень поддержки от 4900 примерно 20 до 5045 пунктов.
И здесь начинаются самые большие объемы. Но при этом стоит также обратить внимание, что в сопротивлении ближайшая ликвидность, ближайшие объемы находятся в зоне справедливой цены дневного таймфрейма. Средняя граница этой отметки находится на пункте 5490 примерно. Сейчас мы удерживаемся на нижней границе регрессивного канала. Если мы удержим эту границу, то потенциал движения к зоне справедливой цены достаточно высокий. Если же нет, мы повторно будем тестировать 0,618 FIBA на отметке 5114. Стоит также обратить внимание и на то, что показывает код B. Посмотрите, у нас есть снижение по волне Difference Momentum, у нас все еще медвежий денежный поток, и RSI смотрит вниз. В целом из медвежки мы не ушли, поэтому какое-то время подвигаться вниз, скорее всего, нам предстоит, прежде чем мы увидим какой-либо потенциальный всплеск, тот, на который инвесторы закладываются, то есть на июнь, июль и даже, возможно, май, но только с конца мая. Предположительно, что весь май мы можем оказаться в таком боковом или медвежьем продолжающемся коррекционном рынке. И если посмотреть на месячный регрессивный канал, то мы точно ударились в 0,5 FIBA и в поддержку нижней границы канала. И сейчас фактически находимся на фитиле. Также можем посмотреть на индикатор код B. Мы с вами видим, что на месячном таймфрейме глобальный, вот эта гистограмма, голубая, это все глобальный бычий денежный поток. Хоть RSI смотрит вниз, вот эта цветная кривая красно-зеленая, но она зеленая, это означает, что RSI, стохастический RSI, он все еще находится в бычьей динамике. Да, нам требуется коррекционное движение по волне, но посмотрите, как выглядит волна. Она не вот так выглядит от предыдущей шапки, а наоборот, она смотрит снизу и вверх. Это означает, что потенциал уже достаточно глубокой волны дифференс, оранжевый это дифференс моментум, на разворот и толкнуть в целом движение цены вверх у нас достаточно большой. Просто этот таймфрейм месячный и потребуется еще какое-то время. Если поставить индикатор Эллиота, то мы с вами увидим, что пятая волна на недельном таймфрейме уже завершена. И по сути на дневном таймфрейме она завершилась еще гораздо раньше. Вот конец пятой волны, после этого пошла структура ABC, если говорить о волновом анализе. Перейдем на график, где у нас есть классические индикаторы и посмотрим на месячный таймфрейм. Конечно, месячный таймфрейм показывает, что у нас уже все достаточно давно перегрелось, причем посмотрите глобальные шапочки пиков индикатора RSI уже перегрелись. Посмотрите, и здесь тоже разворот. Мы видим с вами, что и стохастический, и классический RSI смотрят вниз. Также очень интересный индикатор, который нам показывает, он называется Positive Volume Index, показывает настроение, но на дневном таймфрейме мы с вами его посмотрим. Тоже находится в медвежке. Давайте сразу, чтобы было понятно. Смотрите, он глубоко уже в медвежьей динамике, ему необходимо пробиться через белую кривую. И скорее всего, потенциал у него на дневном таймфрейме такой будет в ближайшей перспективе, но если посмотреть на недельный таймфрейм, то мы с вами, конечно же, уже достаточно хорошо перегрелись. И на недельном таймфрейме, именно не на месячном, если месячный говорит, что все уже завершено, то недельный таймфрейм как раз таки наоборот нам показывает, что у нас еще есть потенциал. Также стоит обратить внимание, и мы с вами можем это даже проверить, что с момента халвинга есть определенный период времени, через который биткоин достигает пика. Если посмотреть на халвинг 2020 года, то пика мы достигли через 500 с небольшим дней. Если посмотреть на халвинг 2017 года, то пика мы с вами достигли тоже через 500 с небольшим дней, примерно 518, соответственно 540, ну где-то 520-550 дней. Сейчас с момента халвинга у нас с вами 540-518 дней начнется только с сентября месяца. Поэтому очень много интереса именно на сентябрь, в том числе и в опционах. Мы с вами можем видеть, что в сентябре месяце, если посмотрим на экспирацию сентябрьскую, мы с вами увидим, что на сентябрь также достаточно большой рост колл опционов, после чего все начинает остывать и снижаться. Мы видим, что у нас хоть и на месячном таймфрейме все начало смотреть вниз, но посмотрите, как происходила, например, такая же ситуация здесь в 2021 году, когда мы нарисовали второй пик, так же как вот здесь, и сделали перехай. Если мы с вами построим вот это движение вниз, смотрите, до достижения белой линии, вот отсюда и вот до сюда, и примерно представим, что нам нужно дойти до этой самой белой линии вот здесь, в такой же пропорции,
то у нас это может произойти, ну, где-то примерно, наверное, ближе к концу мая, в начале июня. Если это произойдет к концу мая, в начале июня, мы можем так же, как здесь, еще раз потянуться к белой линии, соответственно, нарисовать второй пик, и у нас с вами потенциально может нарисоваться вот такая структура. На старших часах я уже показывал, я за ней слежу. Давайте я нарисую, наверное, на недельке. Вот здесь. Сегодня я опубликовал наибольшую зону интереса, самую сладкую зону, куда мы можем потянуться на биткоине, но это мы сейчас с вами еще посмотрим. А давайте посмотрим вот на эти два пика на недельном таймфрейме. Вот эта структура, которая очень похожа на ту, которая происходит у нас с вами сейчас. И если это произойдет, то у нас с вами есть потенциал потянуться сейчас в зону 100, смотрите, может быть еще покорректироваться какое-то время, но потом потянуться в зону 100, откатиться, еще раз подняться в зону 115, сделать перехай, такой потенциал есть, и после чего начать спускаться вниз к зоне справедливой цены, оттестить ее, посмотрите, как четко это выглядит здесь, отскочить и продолжить движение вниз до верхней границы в зону 60. Кстати, в зоне 60 у нас находится зона справедливой цены месячного таймфрейма, Fair Price. Как раз таки сюда большинство игроков и ожидают, что цена может у нас с вами прийти. Также, если мы с вами нарисуем вот такую вот историю, мы с вами увидим наибольшую зону интереса, куда мы можем опуститься, это 76 тысяч долларов. Кстати, эта зона интереса также прослеживается и по одному из моих любимых очень индикаторов золотого сечения. Этот индикатор показывает 350-дневную кривую, и она у нас с вами находится как раз таки на этой отметке сейчас, и мы к ней уже приходили. 77, 76, вот, 76 было вот здесь. Это зона как раз таки наибольшей консолидации цены. Если цена будет сейчас прирастать, то это может быть зона 76-78, чуть-чуть повыше. Также я предполагаю, что нам стоит построить и вот эти направляющие для того, чтобы увидеть зону справедливой цены здесь, дневного таймфрейма, около которой будет консолидация. И стоит также посмотреть на трендовые линии, которые удивительным образом, кстати, и два луча тоже совпадают с тем, что может у нас с вами происходить. Посмотрите, это трендовая, по которой возможно движение цены очень четкое, очень интересно. Здесь луч, пробив который мы будем с вами сопротивляться через него и откатываться ниже к следующей трендовой. И эта следующая трендовая как раз таки приходит в зону 60 тысяч, к верхней границе, который нам подсвечивает индикатор Smart Money наибольшей бычьей ликвидности на недельном таймфрейме. Ну а если посмотреть краткосрочную динамику, на 6 часах находимся в боковом движении, тянемся вдоль зоны справедливой цены 82 тысячи, я сегодня их обозначал, от 80 до 90 тысяч у нас находится сопротивление. Обратите внимание, что мы сейчас также здесь консолидируемся и по RSI, но при этом стохастик у нас уже снизу вверх двигается. На Positive Volume Index не стоит обращать внимание на младших часах, здесь он не работает, там 256-дневная, ну вернее периодная кривая находится, поэтому его надо смотреть на старших таймфреймах. Ну и у нас здесь, хотя волны двигаются вниз, также MACD показывает, что у нас есть потенциал все-таки потолкаться, может быть еще раз клюнуть к зоне справедливой цены. И есть все-таки риск даже уйти чуть пониже, но в целом, если смотреть в среднесрочной перспективе, то у нас есть попытка прорыва зоны. Вот посмотрите, вот здесь это зона 87-88, и при том, что мы ее прорываем, у нас есть потенциал отправиться к верхней границе на отметку 94. Но здесь самая большая зона интереса, то самое, о которой я говорил, 90-92, она прям внутри другой зоны. То есть достаточно сильное сопротивление. Прорыв его отправит нас тестировать 98-100. Как раз таки тот самый уровень, где сосредоточена наибольшая зона интереса в опционах. Мы с вами ее уже посмотрели. В целом я ожидаю, что у нас будет попытка перехая. Мое мнение не изменилось, но это скорее всего уже будет где-нибудь в июне, может быть даже в июле, ближе к повышению процентной ставки, если не изменится сентимент в геополитике и не будет никаких дополнительных потрясений помимо игр с тарифами от Дональда Трампа. В случае, если наиболее вероятный бычий сценарий у нас с вами не будет отыгрывать, стоит также обратить внимание, что на дневном таймфрейме у нас есть сигналы о покупке со стороны MACD Trade.
Также у нас еще не завершил движение Stochastic RSI и классический RSI. У нас еще потенциал все еще сохраняется. Но стоит обратить внимание, что даже если у нас изменится сентимент, то потенциал снижения у нас пока все еще находится на отметке, зона 60. Я думаю, что где-то в средней границе 65-67, там набор будет наиболее интересен. В целом, поскольку я нахожусь сейчас в деньгах по позиционной части капитала, для меня уход туда наиболее был бы интересен. Но пока еще это не произошло, и я думаю, что у нас все-таки перехай состоится, по крайней мере, на это указывает очень и очень много факторов. Ну а поскольку мы на рынке определяем в основном вероятность, давайте исходить из того, что вероятность достаточно большая, что нам дадут еще раз шанс пробиться через 100 и возможно сделать перехай. По крайней мере, как я уже сказал, такая вероятность наибольшая. Наименьшая вероятность, что нас, скорее всего, опустят гораздо ниже, и мы сможем с вами добраться где-нибудь в зоне 60-65. Но здесь стоит обратить внимание, что снижение ниже 74-76 потенциально нас опустит не только на 65, но и создаст панические распродажи и позволит опуститься цене еще ниже, а следующая отметка у нас в зоне 50-45. Но это уже полноценный медвежий рынок. Пока еще данное коррекционное движение не является медвежьим рынком, я сохраняю позитив и уйдем в него только по истечении как минимум 500 дней. После халвинга традиционно так и было. Хотя и рынки изменились, стали более тяжелее. На рынках теперь, после этого халвинга, вернее даже перед этим халвингом, уже есть присутствие институционального капитала, есть биткоин ETF, есть опционы на эти ETF, и торговля стала более сложной, более интересной и более регулируемой, но при всем при этом основные движения, основные потенциальные возможности на рынке у нас еще сохраняются, поэтому я думаю, что для локальных трейдов эти возможности как раз сейчас самые интересные, поскольку большая волатильность придает возможностей и большего заработка. Но обязательно сохраняйте свой депозит, пользуйтесь риск-менеджментом в такие периоды времени, это является абсолютно обязательным правилом. Ну а с вами был Гоша, канал IndexRate. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на этот канал, если вы еще не подписаны, и обязательно подпишитесь на телеграм-канал и на телеграм-чат. Также обязательно оставьте комментарии под этим видео, это помогает ранжировать видео алгоритмами YouTube и развивает наше сообщество. Ну а с вами был Гоша, канал IndexRate. Всем спасибо, всем хороших выходных, всех с наступающими праздниками и до новых встреч. Crypto climb high, stock markets flip. Constant vigilance, don't let your grip slip.